Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наши эфиры. У нас сегодня два, и я думаю, что два будут один другого краше. Значит, первый эфир, как я обещал вам вчера, позавчера, с Константином Гадаускасом и с Сашей Щуром, продюсером фильма «Буча». И, собственно говоря, прототипом главного героя фильма «Буча», волонтером, который непосредственно принимал участие в всех событиях, которые там в которых в фильме рассказывается, и вывез из Бучи при Ирпене 203 человека. А потом у нас будет эфир с Дацюком, тоже, как я и анонсировал. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Саша и Константин вернулись сейчас с кинофестиваля в Варшаве 40-й, где фильм «Буча» занял заслуженное место. Второе, хотя, конечно, я думаю, первое спокойно можно было дать. Но, тем не менее, это уже такой прорыв, начало, я думаю, большого пути, который пойдет на пользу стране, и вся наша аудитория, я думаю, этому поспособствует, потому что с 7 ноября фильм «Буча» пойдет в прокате. И каждый из вас может пойти посмотреть вот все то, о чем мы рассказываем, своими глазами увидеть, идите с семьями, идите вместе с своими близкими, родными, детьми. Фильм можно смотреть там 13+ абсолютно без проблем. Саша, скажи, ты уже сказал, что появились билеты, да, уже можно билеты покупать? Да, в отдельных кинотеатрах, ну, например, в «Планете кино» уже точно есть, я видел, открылась продажа, и буквально завтра-послезавтра, я так понимаю, остальные сетки, большие мультиплексы и другие отдельные кинотеатры открывают продажи, с 7 ноября уже можно будет брать билеты. И что важно, мы с 7 ноября мы запускаем такой тур по Украине, то есть можете во всех крупных городах, будем творческой командой ездить и с актерами, где-то Константин к нам присоединится. Будем делать презентации не только в Киеве, но и по городам Украины. Да, и мы сделаем встречу в Киеве, возможно, даже не одну, сделаем встречу как бы вот с нашей аудиторией и со всеми, кто пожелает. Такую живую, чтобы вы поговорили уже, сняли, так сказать, после премьеры сняли первые впечатления, и вы тоже с нами поделились. Поэтому ну, вот осталось подождать совсем немного, сегодня 25 число, 7 ноября уже все начнется. И я назвал этот эфир «Спецоперация Буча» как «Казах спас 203 украинца», потому что на самом деле вокруг Бучи множество инсинуаций, особенно россияне там каждый раз, когда появляется Буча, там в титрах там где-то сразу прибегает куча ботов, они начинают рассказывать там все эти байки про шевелящиеся трупы, там, значит, что это все выдумано, что это все Британия, там вот этот прочий бред. Но поскольку, в общем-то, и я с Бучи, и Константин с Бучи, и Константин просто совершил подвиг, я считаю, за который государство, я считаю, должно отблагодарить соответствующим образом. И вот все, что там происходило, оно имело как бы характер, в том числе и спецоперации со стороны России. Потому что вот мы перед эфиром, когда говорили с Константином, то, в общем-то, он рассказал мне немало фактов, некоторые я сам знал, самостоятельно как бы сталкивался с этим, а вот некоторых я некоторые встретил впервые. И вот вся вот эта сюжетная линия, она, в общем-то, была борьбой умов в том числе, потому что за каждой сюжетной линией со стороны Украины, со стороны России стояла своя социальная организация, различная по своей сути, по своей форме, стояли различные люди, которые вот принимали в этом участие. И вот то, что делал Константин, это, конечно же, такой мощнейший акт воли, когда, ну, собственно, человек определяет для себя, на какой он стороне, что он готов пожертвовать жизнью там. И, собственно, в современной цивилизации, в современной обывательской жизни там, на Западе, там, да, человек на протяжении своей жизни никогда с этим, по сути, не сталкивается. Когда тебе нужно вот просто совершать выбор, вот, переходить, преодолевать самого себя, преодолевать эти страхи. И я очень рад, что команда Саши Щура смогла рассказать об этой истории, потому что вот эта история достойна
трансляция на весь мир. В Польше на кинофестивале вышел один из сенаторов польского парламента, и он сказал, что мы знали про Бучу, но мы не знали, что вот конкретно была вот эта сюжетная линия, была вот эта история, и мы просто потрясены. И там будем всячески способствовать этому. Поэтому я и пригласил Константина, пригласил Александра для того, чтобы мы рассказали о самых различных нюансах, наверное, в том числе какие-то автобиографические вещи, для того, чтобы люди поняли, что это не выдуманная история. Вот то, что показано в фильме, это на самом деле в массе своей, фактически, там, я не знаю, процентов, наверное, 80, там, да, 85, это было то, что списано с реальных людей, пересказано очевидцами, с которыми Саша, об этом тоже расскажет, провел много времени, снял эти все истории. И поэтому это художественный фильм на основе реальных событий, как, я не знаю, там список Шиндлера, там, да, как вот «Пианист», там, и другие известные фильмы. И тем самым эта история достойна того, чтобы о ней много говорили. И самое главное, я считаю, что это поможет Украине защищать свои интересы, потому что это история о добре, это история о преодолении самого себя, история о преодолении, о коллективных усилиях для того, чтобы нести добро и добиваться добра. И поэтому, в общем-то, в нашей ужасной эпохе, мне кажется, этот луч света, вот, который дает фильм «Буча», он достоин всяческой трансляции, всяческой мультипликации, всяческого расширения. И благодаря, опять-таки, Константину, благодаря Саше, мы получили этот инструмент и сегодня расскажем о нем. И давай с чего начнем? Давай начнем с того, что расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Буче, вот как казах, гражданин с казахским гражданством, ты сам не казах, я не казах. Да, но называют казахом, потому что являешься гражданином Казахстана. Там, да? Как ты оказался в Буче и как твоя жизнь, вот, собственно говоря, сложилась в Буче до войны? В Бучу я приехал за полгода до того, как началась полномасштабная война. С одной целью: я хотел наслаждаться полетами Мрии, да, я увидел, как она летает, и вот над Бучей она так... И когда у меня появилась возможность купить свое жилье, то я объехал не только Бучу, был в Вышгороде, был в Броварах, и Буча мне показалась самым таким красивым местом, где я хотел бы жить. И, по сути, я был там, я и зараз счастлив, что я живу в Украине, но вот эти полгода до войны, они такие были очень счастливые для меня, да. У нас очень хорошая инфраструктура и очень хорошие люди живут поруч со мною, и я таким образом попал в Бучу. И, собственно говоря, вот ожидание войны или ощущение войны, когда появилось? Потому что Гайде говорил о том, что вот Гайде, которая, тоже у нас был с ней эфир, я советую всем посмотреть, которая является представителем ГУРа, она не работает в ГУРе, но является, сотрудничает с ГУРом, и которая, собственно говоря, обеспечила в том числе вот ваши вылазки туда, на оккупированную территорию, когда это произошло. Она говорила, что у нее было абсолютно четкое понимание, что будет, и что она, в принципе, начала вас там морально ли как-то готовить, говорить, что вот это вот, возможно, будет такая ситуация там за несколько недель, что ли, перед вторжением. Мы с Гайде познакомились, когда события в Казахстане были, вы все помните, наверное. Это было в январе, когда российские тоже войска подавляли революцию, людей, которые вышли на улицы. И тогда мои друзья в Казахстане оказались, по сути, им угрожала смерть. Тогда мы познакомились с Гайде, и Гайде, без всяких, взаимных умов, да, она помогла тогда. Вот, и так мы тесно тогда общались, потому что все так стремительно развивалось, и те же ФСБ, но только в Казахстане искали моих друзей, чтобы их ликвидировать. За то, что они осмелились выйти против власти, которая угодно Кремлю.
Я к войне не готовился. Вот просто когда пришла война, у меня в холодильнике просто ничего не было. И я эту историю уже рассказывал, как я стоял в очереди за хлебом. То есть вот к войне я не был готов, честно сказать. К трудностям, наверное, был, потому что жизнь моя была непроста, и трудностей было в ней очень много. Бояться смерти, смерть это неизбежно. В том дело, что когда она придет в нашу жизнь. Страшнее, мне кажется, то, что ты что с ней сделал. То есть вот ты мог что-то сделать, а ты, струсил, да, и не сделал. Вот это страшнее. Потом с этим жить просто. Но и здесь надо сделать важное уточнение, что в фильме показано, что вас там в Казахстане судили, и что на кинофестивале тоже в том числе задавали вопрос относительно того, почему там и как оказалось, что вы оттуда уехали, там, да, что вы занимались правозащитной деятельностью, там, я так понял, да? Да. В 2019 году был транзит власти, это не было выборами, и коалиция, которую я возглавлял, она принимала в этом активное участие. После чего было гонение, деякі мои соратники не дожили даже до суда, и я думаю, что история рассудит еще этот случай, как говорится, эти события поставят в этом то, что на самом деле відбувалось тогда. Я принял решение, бо понимал, что мои усилия, они не могут больше принести той корысти, того положительного эффекта, и моя жизнь будет просто, пройдет зря. И так я уехал с Казахстана. Вот мы, когда говорили перед эфиром, что вы рассказали о том, что когда я сказал слово спецоперация, что россияне к этому готовились очень долго. То есть вы должны понимать, что происходящее в Буче это не было какой-то там спонтанностью, вот чтобы вот это как-то вот у кого-то там не выдержали нервы, там у какого-то бурята там, и вот они начали там направо и налево всех валить там, да, и за месяц уничтожили 1% населения Бучи, по сути, потому что перед войной там жило, перед широкомасштабкой там жило порядка 50 тысяч человек, а за этот месяц они смогли убить где-то там 450, там, я не помню, 430, 450. Чуть больше. Короче, 500 человек там, да? Они бы убили и больше, если бы эти люди были в Буче. Просто многим действительно удалось выехать. Да. А из тех, кто там оставался, то можно сказать, что очень многие попали так или иначе, да, если люди не были убитыми, то они пережили там моральное там насилие и так далее. То есть не можно говорить, что там было у них нет, они ко всем относились одинаково с желанием, да, человека уничтожить, и я это видел неодноразово у них в глазах. Да, то есть, как говорят, цветами не встречали, радушных каких-то у нас разговоров не было. Каждый раз они подозревали в чем-то. Они так с подозрением, я так, судячи потому, что люди, которых я вывозил в машинах, то есть как они относились к пожилым людям, к детям, они ко всем относились с подозрением. Но вот я когда говорил о том, что это спецоперация, что там внедрялись, они заранее, за несколько лет до всех событий, внедрялись люди, потому что я когда жил в Буче, то в один момент там мы начали замечать, что появилось много переселенцев из России. То есть как бы вот они начали там жить, покупали квартиры там и все остальное. И я так насторожился, я думаю, вот это похоже как бы на какую-то операцию внедрения, там, да, куда там смотрят наши правоохранительные органы. И вот Константин рассказал, что даже в его доме жили ДРГшники будущие, которые жили задолго до... Да, то есть как потом выяснилось, что эти люди фактически начали заселяться с момента ввода в эксплуатацию жилого комплекса, причем брали в основном самые верхние этажи, это 17-й этаж. Насколько мне известно, что в Буче выше нету жилого комплекса, и потом наш жилой комплекс, он находится же в 3,5 километра от Гостомельского аэропорта, то есть там абсолютно все на ладони. Они жили, они дружили с соседями, они в чатах принимали активное участие, то есть, а потом мы узнали, что эти люди все
как оказалось, работники так званых служб с России. Потому что в их квартирах нашли очень серьезное оборудование, которое там просто так званые коллаборанты не могли иметь у себя. Угу. Ну и более того, что готовились вот не только там на уровне ДРГшников, на уровне инфраструктуры, которая бы принимала солдат. Вот этот вот случай с конюшней тоже очень интересно. Да, то есть вот конюшня сама и все, что было возле КСК Бучи, этой самой конюшни, то есть там коммуникации, то есть там тракторами, все это прокапывалось, строились инженерные фортификации в лесопосадке, где потом же был как раз у них и штаб. Там же находились люди, которых они взяли в плен, и там же они над ними издевались. А в самой конюшне нам нашли очень много медицинских препаратов, там антибиотиков, систем, стояли двухспальные кровати. То есть, готовилось все для того, чтобы принять россиян. Да. Поэтому, как бы, скажем так, они поперли туда системно, они готовились к этому годами. Вот, они появились там, тогда, когда они сочли необходимым. И, соответственно, очевидно, у них были протоколы, инструкции, которые подразумевали, что они, когда убивали там людей, то они понимали, кого прежде всего нужно убить, ликвидировать там, и так далее. Там, да? То есть у них были списки. У них не просто были списки, это то, что у нас и в фильме показано, это то, что от Главного управления разведки информация. У них были там 4 категории прям поделено. Вот одна категория была вот немедленное уничтожение на месте. Одна категория, это с которой надо забрать и работать, категория, которые коллаборанты условно, и четвертая типа нейтральные. Вот они по этим спискам работали, то есть у них все было. Причем вот как раз все политические активисты, те, кто прошел АТО, это вот подпадали под уничтожение. И то есть они старались, и иногда, было, то есть это уже как раз вот больше такие эксцессы, то есть они то есть могло достаться и семьям, то есть, то есть у них же как бы все, если это как советский принцип, то есть семья предателя Родины, то есть там попадали все, то есть если ты все условно атошник или ты какой-то известный украинский деятель, то все, ты сразу и твоя семья в зоне опасности. И это же вы в эфирах рассказывали, это то, что нам рассказывали, это же когда абсолютно верно, что это была прямая стратегия, причем взятая, не придуманная не русскими, она придумана еще в Первую мировую войну немцами и обрабатывали ее в Бельгии тогда, когда ультранасилие, чтобы полностью подавить волю к сопротивлению, любую, чтобы люди просто были настолько запуганы, что они не могли, кто-то бежал, кто-то это, и то есть эта тактика была придумана немцами в Первую мировую, опробована во Вторую и отлично перенята, как и все плохое, перенято Советским Союзом и фашистской Германией и дальше перешло к России. Константин, я так понял, что из фильма следует, что вы фактически в первый же день, в первые дни начали вывозить людей, да? То есть как вы, когда вы в это включились, там, и как такое решение созрело? Был звонок от Гайде, когда-то еще до 2 месяца до этой войны у нас был разговор после того, как нам все-таки удалось спасти моих казахских друзей, что если я-то не знал про то, что война будет в Украине, то Гайде все знала. И что если понадобится моя помощь, то есть, я всегда готов. То есть, и она просто позвонила, и у нас, честно говоря, меня интересовало, что происходит. И как долго это все будет происходить. Потому что то, что я видел за своим окном, мое сознание, оно не воспринимало то, что вот война. Да? То есть мы же все видели по телевизору, я никогда на войне не был, я не видел войну своими глазами. А тут просто идут взрывы, сначала было темно, когда все это началось, потом, когда стало светло, и, кстати, сегодня такая же погода, как была тогда. Была низкая облачность, не было солнца, и российские вот эти самолеты и вертолеты, они летали очень низко. А так как у меня 17 этаж, то есть, это было прям, как вот сейчас я вас вижу. И с Гайде у нас был разговор про то, что есть люди, а конкретно дети и беременная женщина, которые уже фактически находятся на территории, где зашли россияне. Это Вышгородское направление, туда за Дымером.
сказать, что я был вот прям 100% там готов, нет, я не был готов. Я вообще не был готов. Вот так. Я просто поехал, и, честно, первый мой маршрут был через Гостомель. Ну, так Waze проложил, да. У меня Тесла, и я просто на планшете, на Тесле забил адрес, и он проложил через Гостомель самый короткий путь. Ну, я сел и поехал через Гостомель. И там как раз бой шел. Да. И, вы знаете, мне очень повезло, что, ну, украинские солдаты на меня вышли, они говорят, ты вообще... Ты что здесь делаешь? Я говорю, ну вот я еду, мне попросили вывести семью, давай разворачивайся. Говорит, ну вот там все уже. И они как раз в этот момент, я так понимаю, отступали. Это было на одних из главных улиц Гостомеля. И я тогда выехал на Варшавку. На Варшавке уже была огромная пробка. Люди просто в 3 полосы ехали. Там кто-то выезжал на встречку. Я очень долго добирался, через Вышгород, получается, я добирался. И вот там у меня первая встреча-то и была с россиянами. Блокпостов у них не было тогда, они просто мотались на своих мотолыгах, да, и они остановили, я, кто, что, я говорю, ну вот я гражданин Казахстана, еду за своей семьей. Это все было спонтанно, то есть эта история, она вот так, еду за своей семьей. То есть у вас не было продуманной легенды? Нет, первая эвакуация, никакой легенды не было, да, то есть это все происходило спонтанно. И, честно говоря, у меня адреналин просто зашкаливал. Но потом уже, когда я встретил связного, то у нас уже, ну, созрел определенный план, по которому можно выехать. Я так понимаю, что это не простой человек, что он тоже какой-то из работников спецслужб, потому что он очень быстро меня успокоил, вот, и по пунктам объяснил, как я должен действовать. И вот вы приехали туда и забрали эту семью без, Да. без проблем? Там, Ну как, они уже прятались. Россияне тогда, ну они были, знаете, просто уверены в том, что они завтра будут по Крещатику идти парадом. То есть они не были настолько еще как внимательны, наверное, да, до того. И потом никто же туда не ехал. Ну все ехали оттуда, а я ехал туда. И, ну казах, Тесла. Ну, их так, конечно, удивила Тесла, потому что они, может быть, в первый раз видели ее. Вот этот стандартный вопрос, который просто меня убивал всю жизнь. Сколько она заряжается, да? И русские его тоже задали. У нас другой смешной по фильму «Стандартный вопрос» в Америке, когда закрытый показ делал. Все спрашивают, вам Илон Маск заплатил за рекламу? Я говорю, ну, наверное, это последний человек, который бы нам заплатил за рекламу. Да. Ну, это Учитывая просто последние реально. открытия, разговоры с Путиным ежедневные. Почти что. Да, не, ну Тесла насправді это была моя маленькая такая пацанячая мрия, да, когда я приехал в Украину, я очень долго за нее рассчитывался. И последний там долг по кредиту я заплатил вот в декабре. И мне очень обидно было, когда вот ее не стало. Что с ней произошло? Она подорвалась. Она подорвалась. И... Так, вы все сейчас полфильма перескажете. Да, ну это увидите в фильме. Я тоже благодарен одному человеку. Я не могу назвать его имени, але этот человек имеет отношение к спецслужбам. Я его считаю своим крестным отцом, потому что он меня спас. Если бы он меня тогда не вытащил с этой машины, то я бы сейчас с вами не сидел. И я бы не вывез так много людей. А где это произошло? Это между Бучей и Ворзелем. Сейчас там поставили прапор. Такой большой, огромный прапор Украины. Он и там и был. А он там и стоял уже. Да. Ну его повалили же россияне. Да. А сейчас это площадь Героев. Вот, и... Это на самом на въезде в Бучу, да? Да. Потом, когда я приехал туда, я посмотрел, и как раз напротив этого места, там, кстати, есть латка такая на асфальте. Вот там, потому что я так думаю, что батареи свое дело сделали, выгорел асфальт, ее вот латочку поменяли. И я напротив увидел там апостола Петра, Павла и Иисуса. Да, так и такой знак какой-то у меня в жизни, потому что, ну, фактически я там родился вновь. И вот вы в эту семью вывезли, у вас это получилось, и дальше вы поняли, или Гайде поняла, что в принципе это работает, как бы там, да, и можно дальше действовать. Ну, или вы сами начали действовать? Ну, на самом деле первые все мои эвакуации, они были выключно спланованы разведкой.
Да, ну, Гайде. Я больше ни с кем там особо не общался. То есть, и были такие моменты, когда в фильме этого нету, поэтому могу про это рассказывать. Когда я ехал просто по, ну, недалеко от Пущи, выезжал там через проспект Правды. Сейчас он, по-моему, новое название носит. И так темно, и тут такое саушки, такой выстрел. И я оказываюсь просто на асфальте мордой, да, меня просто как кролика вытащили с этой зойки, растянули на асфальте. И вы знаете, что меня спасло? Что последнему человеку, кому я звонил, это была Гайде. А это человек, который Гайде просто сам лично знал, который был вот... Они думали, что я ДРГ. Ну, представьте, ночь, это март месяц, какой-то чувак едет на машине, на которой написано Uber, да? И он просто набрал ей, спросил, ты знаешь такого? Она сказала, знаю, пожалуйста, сопроводите его до дома. Вот, и меня сопроводили до дома, я очень благодарен, потому что это такой момент был, когда я тоже, вероятнее всего, бы в живых не остался. Вот, то есть первые все поездки были полностью спланированы. Вот эта поездка, про которую я сейчас рассказал, она не совсем. Я вывозил женщину с гангреной. И у нее уже, ее никто не брал. Ну, в какую больницу не привезу, говорят, у нас нету места, везите туда, везите туда. Ну и я привез, а она полная тезка Ирины Билык. Она, кстати, умерла, эта женщина, потому что все-таки нога свою, ну, то есть гангрена сыграла свою роль. И я ее возил до часу ночи. Представляете, комендантский час тогда начинался, по-моему, часов в 8 или в 5. И вот я вот как раз после того, как смог ее оставить в больнице, вот со мной произошел такой случай. А потом были... А вы с больницы вы начали хорошая история, никто не хотел брать. И Константин поднялся наверх и говорит, что тут... Я привез Ирину Билык. Ты привез Ирину Билык. Они, конечно, принимаем. Да. Он говорит, вы что, вы нас обманули, это какая-то бабушка. Я открываю паспорт и говорю, вот видите? Я вас не обманывал. Забирайте, она ваша. Ну, слава богу, она там лежала, ее лечили, ну а потом уже спустя полгода ее не стало. Друзья, не забудьте полайкать эфир, лучше всего сделать это прямо сейчас, потому что, ну, мне кажется, те вот откровения и те истории, которые звучат, они достойны того, чтобы вы все их в Украине увидели, услышали и поняли, что среди нас вот есть такие люди. Ну, кстати, аудитория так это и пишет. Поэтому это зависит от вас. Вот чем больше людей узнает эту историю, тем больше будет успехов в прокате у фильма «Буча», тем больше людей в мире узнают эти все истории, и тем легче Украине будет бороться с Россией за свое существование. Вопрос такой, то есть вот вы пересекали там неоднократно линию соприкосновения, через каждый день, то есть это по сути как на работу уже там туда ездили, да? Так и было. И они начали вас узнавать, они вас как-то идентифицировали, да? Да. У меня была красная куртка, и по красной куртке меня знали как чокнутого казаха. Ну, они так и спрашивали, это ты? Ну, когда, там же тоже ротация была у них определенная, там на блокпостах менялись люди. И, ну, очень часто задавали вопрос, ну, зачем ты сюда едешь? Знаете, бывали такие вопросы, когда я вообще не мог ничего ответить. Ну, то есть я не знал, как ответить. Например? Вопрос с тем, что меня мотивирует, да, делать это для украинцев, для нацистов, для бандеровцев, как они говорили. Я говорю, знаете, ну, Бог говорит, если ты понимаешь делать добро и не делаешь его, ты грешишь. Ну, это заповедь. И я это делаю, потому что Бог так сказал. Ну, я верующий человек и родился в такой семье. И я им говорил, я говорю, мабуть, ну, вы тоже верующие, вы же тоже христиане. И были моменты, когда, ну, вот этот ФСБшник, он мне просто в один день, это было во второй половине месяца марта, он сказал, что все, сюда ты больше ездить не будешь, если приедешь, мы тебя убьем. А я привез в этот день в церковь. Там была церковь, ну она сейчас есть, там людей кормили, готовили, там женщины остались, мужчин там не было. Где, на Хмельницком? Нет, это в Ворзеле. В Ворзеле.
И я просто этим женщинам, я говорю, они говорят, когда приедешь, вот там лекарства такие, я говорю, я уже не смогу приехать, мне вот этот главный их не запретил. Он сказал, что сегодня последний день. Тогда они говорят, ну, мы помолимся за тебя, ты езжай, и даже икону дали. Я хотя не сторонник икон, але эта икона со мной по сей день Божьей Матери. Я ее с собой всегда вожу во всех машинах, там, во всех поездках. И когда я выезжал, я увидел, что этот россиянин, он стоит, ну, главный их командир, Артем Городилов. Ну, сейчас мы знаем, кто это. Я просто подошел к нему, я протянул ему руку и сказал, я езжу сюда и помогаю людям ради Бога. Позволь мне ради Христа помогать людям. Просто смотрел ему в глаза и держал руку. Я не помню, сколько прошло времени, но он протянул руку и сказал, ради Христа помогай. И вы дальше ездили? Я дальше ездил. А это он разрешил хоронить людей? Или Он. Он разрешил, да? Да. Вообще все решения там принимал, ну, я так понимаю, что он. Потому что все обращались к нему, и он там, если он говорил, то никто не имел права там его ослушаться. Поэтому, когда мне сейчас говорят, что это не было там приказа или там разрешения на убийство, это какие-то там хаотичные были выпадки солдат, я говорю, нет. Ну, я видел там, я видел. То есть это ни один там оккупант, он не действовал на территории Бучи самостоятельно. То есть там даже градация была, это вы обязательно увидите, то есть кто что может грабить. То есть, вот, например, ювелирные магазины, там, сейфы и так далее, то это была полностью специфика ФСБ. То есть туда простой там солдат не мог. И они знали, где это находится. Да, не, у них там очень все было грамотно. Они с информацией, они вообще имели полную информацию о том, где, кто и у кого какие запасы. Потому что они очень тщательно почистили все. Это, ну, тоже моменты, это которые мы потом еще параллельно от ГУРа тоже узнали. Вы можете обратить внимание в Буче по спискам убитых. И там вы увидите, что там несколько слесарей убиты. И, скажем так, выборка, профессия редкая, а убито несколько человек. А это потому, что они заставили всех слесарей, кого нашли, вскрывать сейфы. То есть, потому что, а потом, как ненужных свидетелей убрали. Замочили. Можно прям посмотреть по списку профессий и сразу удивляешься, что вдруг так много. И вот как быстро вы поняли, что они проводят вот такую как бы зачистки такие там, да, потому что люди швалялись там потом на улицах, там, да, вот с какого момента это, ну потому что вот в начале, мы уже четко там в начале марта, там мы со всеми нашими друзьями, кто остался, общались, и эту девочку Сашу, когда помогали вытаскивать, то ну, мы поняли, что они реально расстреливают людей, и там творится трэш. Ну, то, что они расстреливают, и причем расстреливают целенаправленно, я это увидел уже буквально там, да, там, ну, там, числа 5-6 марта. Потому что, ну, я, например, когда приехал там на Лесную, да, и там люди выходят, говорят, тут парень, у нас атошник жил. И говорит, он давно уже не живет здесь, это просто его дача. Але они задолбали, они приходят каждый день, говорит, и кидают туда гранаты, говорит, есть в хату ему. Вот, мы говорим, что он здесь не живет. Нет. То есть у них вот конкретные были списки тех, кого обязательно нужно уничтожать. Потом свидетели, тех, кто как-то где-то им помогал. Да? Пусть, может быть, там за боюсь. Были и такие, что говорить, которые не за боюсь там помогали. Да? И после того, как они ушли, эти люди попали в СБУ. Вот. Но то, что они пришли туда однозначно
с целью не просто оккупировать, да, а зачистить, я это начал понимать вот с самого начала. Ну, а потом на мои разговоры с Гайде, я ей благодарен за то, что она очень подробно со мной разговаривала про все детали. Потому что были такие моменты, когда я мог просто не знать этих вещей, когда у меня были разговоры с россиянами, да, я очень боялся, я не хотел, чтобы и навредить же украинцам, да, но Гайде мне конкретно объясняла, про что нужно говорить. И вот просто даже не мешкать, если они у тебя спрашивают, они, говорят, прекрасно знают, что у нас, где и как. Вот. Поэтому эта информация, это то, что может видеть любой простой человек. Ты говори об этом смело, говорит. Это не будет в этом никакой зрады, да. Вот. Потому что для меня это тоже такие серьезные моменты были. Ну, а когда уже там заходило там разговоры, ну что там в Киеве? Я говорю, ну в Киеве там уже НАТО. И у них вот просто я видел, как зрачки расширятся. Я говорю, там латиносы, там черные, там какие-то мексиканцы, говорю. Вот, на разных языках говорят. Я говорю, я вообще, говорю, там уже давно украинцев не вижу, говорю. Они, по-моему, все выехали где-то там на Закарпатье, пьют кофе и смотрят, как вы тут справляетесь. То есть, и вот я видел просто, даже офицеры, казалось бы, у них зрачки расширились. Мы с НАТО. Я говорю, ну да, вы с НАТО воюете. Ну, тем более, сами сами по же, федеральным каналам это качали. Да, ну вот как бы вот так. А так, ну, были разговоры из личной жизни, да. Я тоже понимал, что это определенная проверка, и я благодарен, что меня к этим вопросам тоже подготовили. То есть, где я жил, где я учился. Вот, то есть там даже вплоть до адреса называл им своего. Я так понимал, что это все проверялось. Ну и самое главное, знаете, когда первые мои поездки были, у меня вот сейчас уже нет. А тогда у меня было 2 телефона. Один полностью украинский, второй полностью казахстанский. Там у меня телеграм-каналы казахстанские. Ну, все новости, что стосуются Казахстана. И номер казахстанский. А второй телефон — это полностью тема украинская. И также я в прошлом году, по-моему, удалил второй свой Facebook старый. И у меня была старинка в Фейсбуке моя, которая была написана кириллицей. Я думаю, что это тоже сыграло роль, потому что там ничего не было про Украину. Вот просто взагалі ничего не было про Украину. Вот. И этот телефон, потому что они у всех, у кого они находили телефон, они вот тщательно смотрели переписку, на что подписан человек, какой контент смотрит. И это могло сыграть роль, там, жить или не жить. Да. Это правда. Потому что одного парня они убили просто за то, что он так телефона не открыли, тут заставка червоно-красный прапор, червоно-черный прапор, и все, они ему пулю в лоб пустили только за заставку на телефоне. Вот. Вот вы сказали, что очень боялись там, да, и это же по сути постоянный такой стресс, потому что я так понимаю, что вы каждый раз боялись, что это же невозможно вот ехать по сути каждый раз ты едешь на верную смерть, и ты же не знаешь, что это стукнет ему в голову, несмотря на то, что там какие-то сложились с ними отношения, они там уже как-то идентифицировали, но это война, то есть как бы они же вот находятся тоже вот в таком неустойчивом эмоциональном состоянии. И вот, как вы этот страх преодолевали? Вот что вам давало силы преодолеть этот страх? Ну, моя вера в Бога. Мой папа тогда был живой, он умер на Пасху в 22 году. Но сердце его остановилось, хотя он был молодой. И мы с отцом просто вставали утром на колени, молились перед тем, как я ехал. И я знал, что пока я там, отец за меня молится, и это помогало мне. Я просто, когда ты туда едешь, ты же один едешь, в машине никого нет. И вот это, знаете, вот эта серая зона на 7 километров была от Шпитьків, от блокпоста, до блокпоста на въезде в Михайло-Рубежовку. А там еще такие, знаете, повороты, вот Червоный хутор, если вы там ездили, знаете, там такие затяжные повороты. И вот ты едешь, и вот чтобы страх вот этот побороть, ты просто молишься. Вот я молился псалмами Давида. Да, я их с детства знал и знаю, и просто псалмами Давида молился. Я відчувал тогда и сейчас, когда то есть, такое присутствие большое Бога, и это мне помогало. Потому что самое главное, чего я не хотел показать россиянам, я не хотел показать им страха.
Я не хотел, чтобы они увидели во мне. И когда я вот, чем ближе я наближался к посту российскому, я старался вот больше расслабиться, улыбаться, да, показывать, что у меня все вообще супер, и вообще здесь ничего не происходит. Я вот так вот выехал тут за хлебушком, да, и вас тут случайно встретил. То есть вот я себя так настраивал каждый день, потому что они получали большое удовольствие, когда они видели страх в глазах людей, а были, ну, такие моменты, когда, ну, у меня был, что один мужчина просто описался, когда они начали документы проверять и начали ему задавать вопросы и попросили повернуться, ну, это нормальная, ну, реакция, наверное, для человека, и он думал, что его просто сейчас убьют, и он обмочился, и они очень долго смеялись над этим. То есть вот они получали от этого удовольствие. Хотя, ну, мужчина был лет 60 уже такой в возрасте. Какое у них было отношение? Вот когда вы забирали людей наших и везли назад, то есть я так понимаю, что с какого-то момента начала работать какая-то цыганская почта, там, вот, да. что вот есть такой человек, который вывозит, там, да, и они начали каким-то образом на вас там выходить, там, или как? Ну, смотрите, каждый день я записывал, у меня так и не остались, прямой эфир перед тем, как выезжать. Я просил людей молиться за меня в Фейсбуке. И знаете, потом уже, когда после деоккупации, через полгода, одна женщина пришла в Ворзеле на мероприятие, которое мы проводили. Она сказала, знаете, я была в такой депрессии, и когда я нашла, случайно, говорит, в Фейсбуке, начала смотреть ваши эфиры, я вышла из депрессии. У меня надежда появилась, что, есть надежда, что все будет хорошо, что люди выедут, что помощь будет доставлена. Я каждый день записывал прямой эфир. И когда ехал, и когда выезжал, я показывал, кого я вывез, потому что люди искали, зв'язка не было и так далее. И то есть вот это вот так, потом уже было просто сотні этих повідомлень, потім багато кого я уже в спамі знайшов, вот, про эти, просьбы людей там кому-то привезти хлеба, кого-то вывести, потому что просто Facebook разрывался в сообщениях. Я добавлю, как раз два момента. Во-первых, это очень помогло, то, что у Кости были все эти истории записаны. Да. То есть мне, когда я еще над сценарием работал, было удобно было идентифицировать кого, встречаться, находить людей, когда что-то хронологически случилось. А второй вот очень важный момент, вот этот по поводу надежды, потому что мы же фильмы Бучи, мы хотели как раз в первую очередь показать, что про надежду, как украинцы объединились все в начале войны, что и также, что он показывает именно не... Да, там есть трагические моменты, но показывает как раз вот эту позитивную линию, в чем, что он дарит надежду, показывает, что можно объединяться, что можно побеждать, и что даже в более плохой ситуации, то есть если мы, украинцы, возьмемся за ум и объединимся, то мы можем победить. И это как раз вот мне, вот когда нас спрашивают, почему вы хотите показывать фильм украинцам, мы говорим, вот как раз поэтому, потому что сейчас все, как бы немножко у нас есть такое депрессивное состояние, у всех, и снова надыхнуться и понять, что мы можем делать великие вещи, если не сремся друг с другом, то мне кажется, это самый главный месседж именно для Украины. Да, и я хочу сказать, что это сыграло очень большую роль в моем решении вообще остаться и никуда не ехать. Потому что я увидел, как люди объединяются. Как люди, которые вообще друг друга не знают, они становятся как настолько родными, да, что, вот мне, например, помогли тогда в самом начале, одна женщина просто поломала половину там своего багета, когда не было хлеба, она меня не знала, она подошла просто, она говорит, я видела, вам хлеба не хватило, возьмите, говорит. Я шел, плакал домой, да, и думал, как бы в такие часы, когда, вот ты не знаешь просто, что будет, и насколько тебе этого хлеба выстачит. А человек увидел, что мне не хватило хлеба. И вот это все сыграло очень большую роль вообще для меня. Потому что я для себя говорил, якщо эти люди, они замечают меня во всем этом, да, как я могу их оставить и поехать, да, там, в Литву, там, к своей семье, или вообще там даже
выехать там во Львов. Ну, надо что-то делать, они что-то делают, надо присоединяться до них. Потом я познакомился с ребятами в Орзеле, которые там партизанили, да. То есть тоже это сюжет еще для одного фильма, как мы выезжали. То есть, ну, по сути, это тероборона, которая выехала в качестве людей, которые, ну, будем говорить, простых цивильных, да. То есть там очень много таких было серьезных моментов, и люди рисковали своей жизнью, они могли просто поехать. Нет, они выехали, начали помогать мне, мы начали организовывать там в Шпитьках штаб, там собирать еду, там информационно ставить, там Бабатая, очень хороший сюжет. Обязательно посмотрите этот фильм. Вот эта бабушка, Александр знает, она пережила инсульт, и вот, Александр, чтобы вы знали, она встала. Она парализована была, и она встала сама, да, то есть вот это вот я смотрю на Бабатаю, она такой символ Украины, да, вот она уже в возрасте, она такое пережила, она одна живет, и с ней случился инсульт после войны, ну, после уже деоккупации, и она встала. То есть она поборола и это, да, вот Украина, она может побороть все, если мы захочем, если будем вот просто не думать, вот как лучше, там, кто лучше, а объединиться и идти к своему. Ну, у нас же ничего не было в марте месяце, ну, не было того оружия, что у нас сейчас есть. Я вообще помню, чем ребята в Ирпене воевали. Ну, был пулемет Максим с вводным охлаждением, ну, это ж правда. И им отстреливались же. Я знаю этих ребят до сих пор, кто остался живой. Ну, и мы же смогли тогда, ну и сейчас сможем. И я думаю, фильм как раз это то, что надыхнет людей выйти из какого-то комфорта. Ну, я, например, уже не возвращался к той жизни, которая у меня была до войны. И вернусь только тогда, когда война закончится. Бо я хочу жить в Украине. Друзья, полайкайте эфир, еще раз, нас все больше и больше смотрят, и я вижу, что то, что говорит Константин, Александр, заходит, и я думаю, что это то, что нужно сейчас говорить, когда многие там находятся в ситуации какой-то депрессии, там, потому что вот то, о чем говорит Константин, это ну, я кажу українською мовою, дуже надихає. И я еще хотел вот какой вопрос задать, когда вас слушал. Что вот тот момент, когда люди, которые садились к вам в машину, и вы их начинали вести назад, ну, это же тоже, я не знаю, насколько вы отмечали эти психологические вещи, как бы там, да, потому что, возможно, не до этого было. Но вот когда у людей, наверное, появилось ощущение того, что они выходят из этого кошмара, ужаса, то есть как бы вот как изменилось, что было в их поведении? Вот как они, когда вот они чувствовали, что они переходят на нашу сторону, вот уже через эту серую зону, там, да, вот что в них прорывалось? Можете вспомнить эти моменты? Я помню, и вы знаете, я лица этих людей я буду помнить, наверное, всю жизнь. Я их видел первое это в зеркало заднего обзора в машине, а потом те люди, кто сидели рядом. Я просто видел, как сначала был такой страх, вот когда мы проезжали один блокпост россиян, другой блокпост россиян, и потом мы едем, и вот вдалеке, а вот на этом блокпосту в Шпитьках, там стоял украинский прапор. И вот, знаете, а там, получается, с Житомирки сворачиваешь, и вот так вот, ну, наверное, метров 500, да, метров 500, и вот там вдали этот желто-блакитный прапор. Я видел просто, ну, я сейчас тоже заплачу, я тоже плакал с людьми. Каждый раз, каждый день. Они просто плакали. Ну вот они плакали, и вот это такое счастье было, да, в их глазах, они просто были счастливы побачить, где-то там далеко, да, просто украинский прапор. У них вот как будто, знаете, поверталась такая огромная, то есть вот это вот счастье того, что ты ну, вот дома. Это я никогда не переживал вот того, что я пережил тогда с этими людьми. И потом вот эти объятия, я вывозил очень много и собак, и котов, ну, которые были с людьми, и один пес, такой шоколадный лабрадор, и когда мы уже в Софиевской Борщеговке на парковке перегружали вещи, все, и он вырвался у хозяйки
И он просто запрыгнул мне вот просто вот так, представляете? Я даже от собаки вот почувствовал вот это, да, от собаки, даже собака это поняла, понимаете, что она дома, и она просто благодарна за то, что из этого ада выехала. И честно, я вам скажу, что я очень часто скучаю за 22-м годом, потому что тогда мы были одной семьей. И тогда мне было легче, чем иногда бывает сейчас. И я каждый раз людям говорю: не читайте вы эти новости, не смотрите вы это, эти званые марафоны, да, вот. Просто вспомните, как мы выжили в 22 году, как мы уже тогда победили. Мы сможем это сделать снова, если будем все разом. Ну, после этого я не знаю, что добавить. Вот. Я думаю, что ничего добавлять не нужно. Мы еще раз, я думаю, что мы сделаем в реале встречу вот с Константином, когда пойдет фильм «Буча» с 7 ноября. Я всем просто прошу вас вот максимально пролайкать этот эфир, распространить его. Потом, когда пойдет прокат 7 ноября, пойти всем значит, в кинотеатры, посмотреть. Ну, потому что вот то, что говорит Константин, я уже как человек, который 5 раз его там или 6, я уже не помню, сколько раз его просмотрел, вот, оно дает такие новые грани, и самое главное, ты понимаешь, что Саша и его команда, они абсолютно, им удалось это все передать. Вот как это не парадоксально, потому что вот я для себя услышал многие вещи, которые в фильме были показаны. Слушай, потому что я скажу тебе, к этому фильму вот все, кто работали, отнеслись, команда, режиссер Станислав Тиунов, он сразу подключился, все актеры, которые, и польский же актер, он приехал, несмотря на то, что никакой страховки нету, опасно за половину гонорара. И мы бы не сняли этот фильм, ну, опять же, напоминаю, Юра, думаю, везде говоришь, мы не брали ни копейки государственных денег, мы доказали, что фильм можно снять за донаты и частные инвестиции. И, собственно, Юрина студия много очень помогла, когда мы попросили денег на фестиваль Варшавы, на пробу, там за неделю там очень много помогли. То есть это такой народный фильм, на самом деле. И поэтому отношение к нему такое, знаете, как к своему, к народному, а не как часто у нас бывает, как эти... Да, поэтому я хочу сказать, что это все вот то, о чем говорит Константин, это как раз вот восстановление вот этой силы, которая была тогда у украинцев, и что вот вместе такими коллективными усилиями, отталкиваясь от ну, реального подвига, который я хочу просто поклониться перед вами, сказать, что вся Украина вам перед вами поклонится и всегда будет благодарна за то, что вы сделали. Что если мы вернем это в нашу повседневность, вот такого уровня отношения, то, ну, собственно говоря, у нас все будет хорошо. Потому что я считаю, что вот в эти мартовские дни, вот, несмотря на всю тяжесть контекста, в котором находился и Константин, и находились все мы, именно и сложилась вот та Третья Республика, к которой мы должны в конце концов прийти, та социальная модель отношений вот человеческих, когда люди просто отдавали друг другу хлеб, отдавали квартиры в пользование, там, как наши друзья нам отдали, там, машины. Квартиры, у нас было несколько вязок ключей, мы там когда вернулись уже как бы в Киев в начале апреля, потому что в Буче невозможно было жить, там свет был отключен, ни света, ни воды, ничего не было. Вот. И нам просто отдали несколько вязанок ключей, мы там поэтому в Киев уходили, там какой квартире хотели, такой и жили. И ну, это никогда не забудешь. Это ощущение свободы, несмотря на весь кошмар происходящего. Ну, это же реально был кошмар. Да. Вот. Но это было вот реальное ощущение свободы, когда вдруг перед тобой открывается ну, какой-то такой невообразимый горизонт вот, человеческой природы. Это все о человеческой природе, вот о том добре, на которое она свободно как бы может пойти, об освобождении человека вот в такой момент, там, да, который вдруг какой-то, я не знаю, там
селянин, да, рабочий, врач, который никогда не мог подумать, что в нем есть что-то геройское, там, да, и что он на это способен, он вдруг начинал осуществлять такие героические поступки, которые волосы поднимают вот за тысячи километров, когда ты просто прикасаешься к этому. И вот этот фильм, он дает ощущение и понимание вот этого вот всего. И я вам крайне рекомендую, просто требую, чтобы вы взяли, вот каждый, кто из вас посмотрит этот эфир, возьмите 10 своих человек, 20 своих человек близких и пойдите посмотрите, вы не пожалеете. И несмотря вот на то, что многие боятся столкнуться с вот этой травматическими ощущениями, на самом деле этот фильм дает преодоление травмы, которая как бы есть у многих, поскольку он дает вот тот свет, который вот сейчас идет из Константина, и который, собственно говоря, спас 200 с лишним людей, помог им выжить и развернул их судьбы в каком-то другом направлении позитивном, потому что ведь на самом же деле речь идет о поколениях, благодаря выживших вот в этом всем, благодаря вот таким людям, как Константин, потому что действовал не только Константин, и многие другие люди действовали, помогали, тысячи, десятки тысяч людей помогали друг другу. И это дало жизнь поколениям вперед. Спустя десятилетия, столетия, как бы люди могут сказать, что вот благодаря вот этим вот людям, благодаря вот этим действиям жизнь продлилась. И Третья Республика, и наше общество, оно должно быть о жизни. То есть как бы мы должны выйти из вот этого мартилога постоянного, постоянных страданий, постоянно вот это жалобы друг на другом за какими-то утерянными там возможностями и так далее. Когда для того, чтобы получить перспективу, ты вот должен просто действовать, обращаться к Богу, вот как Константин обращался. И даже враги, даже циничные враги, они отдают дань такой силе воли и такому как бы вот такой позиции, потому что эта позиция заслуживает самого широкого и человеческого уважения. Вот я считаю вот так вот. Да, я всех приглашаю в кинотеатры. Вы найдете себя там, вы в этом фильме найдете себя, бо это фильм про всех нас. Про тех, хто там тогда, не тільки в Бучі, а во всей Украине. Я думаю, даже те, кто жил за пределами Украины, как мы тогда объединились и победили. Победили в березні. Ну, победим и сейчас. Аминь. Аминь. На этом мы заканчиваем. У нас великолепный эфир. Сергей Аркадьевич с прищуром своим классическим, как бы фирменным смотрит на меня уже, когда мы будем начинать наш следующий эфир. Это произойдет сейчас. Не переключайтесь, через несколько минут мы начнем наш эфир. Константин Гадаускас с нами был, прототип героя фильма «Буча», собственно, сам по себе герой. Александр Щур, режиссер фильма «Буча». Сценарист и продюсер. Сценарист и продюсер. Режиссер, да, Станислав Тиунов, извини. Вот. Огромное спасибо от наших зрителей. Пока.